Итак, привет! Рада снова приветствовать вас в своей книжной рубрике. Сегодня мы поговорим о книге, немного нетипичной для моего обычного списка литературы, но при этом глубоко меня тронувшей. Это роман немецкого писателя, лауреата Нобелевской премии Генриха Бёля, и называется он «Бильярд в половине десятого». В центре сюжета у нас пожилой архитектор, который в свое время, в свои 29 лет, будучи никому неизвестным провинциалом, пересекает черту достаточно большого города и, так сказать, бросает ему вызов. Жизнь видится Генриху четко распланированной игрой, своеобразным спектаклем, в котором у каждой фигуры есть определенный сектор времени и действия. Таким образом, он заранее знает, что будет завтракать сыром с перцем в кафе Кронер с 9 до 10:30, затем находиться у себя в мастерской, ну а после вечером с 5 до 6 прогуливаться по улицам города, но при этом, естественно, соблюдая строго определенный маршрут. И так каждый день. Сегодня, завтра, через неделю и через 15 лет. Он заранее знает, на ком женится и сколько у них будет детей, и даже сколько детей будет у их детей. Все это он себе рассчитал. Генрих Фемель создает о себе своеобразный миф, свой фирменный стиль и образ, заложником которого впоследствии сам и становится. Ему удалось сделать так, чтобы о нем заговорили, и чтобы имя его прозвучало проклятием над головами уже установившихся светил архитектуры города, в который он перебрался. Заказы текли к нему рекой вместе с щедрыми подношениями и благодарностями, а безупречная репутация говорила сама за себя. Только вот сыр с перцем, которым он завтракал вот уже 50 лет, не вызывал ничего, кроме омерзения. Здания, которые он строил, не приносили ему радости, а семья, которую он распланировал, рассыпалась, как бильярдные шары по зеленому столу. И хоть сам Генрих весьма неохотно признается нам в провале своего грандиозного спектакля, говорить об этом вслух не стесняется его жена, которая вот уже, кстати, добрый десяток лет заключена в психологический диспансер. Отец строил одно сооружение за другим, и одна смерть следовала за другой. Он стал рабом им же созданной легенды, его держал в пленах им же выдуманный ритуал. Каждое утро он завтракал в кафе Кронер, хотя охотнее посидел бы с нами, выпил бы кофе с молоком и съел бы кусок хлеба. Он прекрасно мог обойтись без яйца всмятку, без гренок и без этого отвратительного сыра с перцем. Но он уже начал думать, что не может без них обойтись. Он сердился, если не получал крупного заказа, а ведь раньше было иначе. Он радовался, когда получал заказ, понимаешь? Фактически действие романа заключено в один единственный день, 6 сентября 1958 года, 80-й день рождения пожилого Генриха Фемеля. Но читатель то и дело путешествует сквозь недели, годы, а то и десятки лет посредством непрерывного потока воспоминаний одного из рассказчиков, которые, к слову, меняются практически в хаотичном порядке. Такая манера изложения, как мне кажется, имеет как весомый минус, так и стратегический плюс. Повествовательная линия передается от одного героя к другому, но при этом объект повествования, как правило, остается тем же. Таким образом, об аббатстве Святого Антония, к примеру, первом и ключевом проекте пожилого Фемеля, мы узнаем из уст самого пожилого архитектора, его сына Роберта и внука Иосифа поочередно. При этом каждый рассказывает о нем через призму собственной жизни и собственных переживаний. Такой прием автор использует великое множество раз на протяжении всего романа, и это, как мне кажется, позволяет видеть нам картину более комплексно, более многослойно и многоперспективно, но при этом делает книгу достаточно сложно читаемой. А спустя какое-то время голова начинает и вовсе кипеть от загруженности и какой-то математической точности, с которой описываются предметы интерьера, ритуалы, разговоры, мысли героев.
Хотя тут будет справедливо отметить, что, возможно, такая загруженность текста — это характеристика исключительно русского перевода, потому что, сравнив его с тем же английским, я могу сказать, что последний куда более легко читаем. Так вот, возвращаясь обратно к идее произведения. Хоть с первого взгляда может показаться, что вся сюжетная линия заключена исключительно на какой-то личной драме каждого из героев и какой-то тщетности жизни, ее ритуалов и обманутых надеждах, на самом деле эта книга затрагивает куда более глубокие темы. И она о том, как нацистская идеология и война повлияли на моральное и социальное состояние общества Германии в целом и одной семьи Фемели в частности. У каждого, по сути, болит об одном и том же, просто в различных формулировках. Это своеобразная коллективная травма. Есть те, кто, как это окрестил сам Генрих Бёль, принял причастие буйвола. Это люди жестокие, жадные до крови, власти и денег. Они по тем или иным причинам поддержали идеологию. Сам буйвол, если себе представить, воображается животным достаточно массивным и опасным, а самое главное — стадным. По некоторым версиям, Генрих Бёль специально назвал этих людей именно буйволами, делая отсылку к древнегерманскому богу войны. Не будем вдаваться в символику, ее, мне кажется, и так достаточно в этом романе, и вернемся ко второй чаше весов, на которой у нас агнцы, где агнец, естественно, символ невинности, смирения и жертвы. Стоит ли говорить о том, что это неравная битва и что смирение не наполнит голодного желудка в такое кровопролитное время? А скорее всего даже наоборот, навлечет гонения и издевательства, и это только в лучшем случае. Именно таким образом сыну Генриха Фемеля Роберту вместе с его школьным товарищем после долгих издевательств и угроз физической расправы приходится бежать из Германии и ждать амнистии в другой стране. 6 сентября 1958 года. К этому времени война-то, по сути, уже давно прошла, но каждому из героев по-прежнему на каждом шагу мерещатся буйволы. И это говорит только о том, что, несмотря на то, что каждый из них выжил в эту войну, пережить он ее без последствий так и не смог. Оно и понятно. При этом роман напрямую не описывает ни войны, ни солдат. И я думаю, что это достаточно осознанное решение автора — не удостоить ее, так сказать, эфирного времени, не облекать в слова нечто и без того ненавистное и омерзительное. Но тут, как мне кажется, еще заключается очень много личного, и чтобы это понять, стоит поближе познакомиться с автором. Генрих Бёль — это западногерманский писатель, антифашист. Он родился во время Первой мировой войны в 1917 году в католической семье и окончил католическую школу. В 1939 году он поступает в Кёльнский университет, но так и не успев начать учебу, той же осенью отправляется прямиком на фронт. Молодому человеку на тот момент было 22 года. Он отвоевал 6 лет, был неоднократно ранен и великое множество раз пытался стимулировать различные болезни, лишь бы не участвовать в ненавистных военных действиях. А под конец войны в 1945 году он и вовсе попадает в плен к американцам и проводит несколько месяцев в лагерях. То есть, как вы видите, Генрих Бёль — это кто-то, кто знает о войне не понаслышке, и он точно так же, как и его герои, травмирован войной, травмирован нацистской идеологией. Бёль осуждает институт церкви за отчуждение от нужд народа и потакание сотрудничества с нацизмом. Конкретно в этой книге, в «Бильярд» в половине 10-го, это читается в одном поступке героя и молчаливом одобрении других. Роберт Фемель, будучи сыном архитектора, разрушает, взрывает аббатство Святого Антония, визитную карточку своего отца. Этот его поступок, он стратегически не имеет никакого смысла, но является своеобразной данью убитым близким и, в принципе, тем, чьего имени он даже не знал. Овцам, агнцам, которых церковь должна была оберегать и пасти, но на которых махнула рукой, при этом другой рукой, поддерживая национал-социализм.
Именно на этих темах Генрих Бёлль сосредотачивается в своем творчестве, в большинстве своих произведений. Я же в заключение могу сказать одно. Война, жестокость, одержимость и любое проявление насилия, они уродливы, омерзительны и являются настоящей трагедией как для человека и народа, которого коснулись напрямую, так и для всех остальных. В первую очередь того, насколько они заразительны и легко распространяемы. Мы, как мне кажется, стали меньше читать, меньше изучать военную тематику, меньше разговаривать на подобные неудобные темы. Я в том числе, хотя нам, пожалуй, стоило бы делать это как минимум в профилактических целях время от времени. Поэтому я очень рада, что мне встретилась так своевременно эта книга. Естественно, я советую ее к прочтению. Вас, в свою очередь, прошу написать в комментариях, читаете ли вы военную и послевоенную литературу и почему. Если да, то, естественно, прошу поделиться рекомендациями. Ну а чтобы закончить на положительной ноте, вот вам достаточно отвлеченный, но неожиданный факт об авторе. Генрих Бёлль в течение многих лет посещал Советский Союз и в 1969 году выпустил документальный фильм о Федоре Михайловиче Достоевском и Ленинграде. Вот такие дела. Ставьте лайк, если вам понравилось это видео, и подписывайтесь на канал. Спасибо за ваше внимание и читайте хорошие книги.